Он был символом глубины, таланта и силы духа. Актер, который мог одним взглядом передать боль целого поколения. Его уважали за честность, восхищались его талантом и ждали каждого нового проекта. Но за кулисами, за светом софитов и красных дорожек, скрывалась тьма, которую он долго не показывал никому. Жизнь этого человека словно фильм, где первая часть наполнена надеждой, а вторая – борьбой с самим собой. Он пережил осуждение, одиночество и крах, который никто не ожидал. Это история актера, который оказался на вершине, а потом рухнул вниз, но его имя навсегда останется в памяти миллионов. Начало пути. 6 октября 1986 года в городе Тэгу родился мальчик, которому было суждено стать одним из самых узнаваемых актеров Южной Кореи. Его назвали Ю А-ин, и с самого детства в нем горел тихий огонь, желание отличаться, не быть как все, найти собственный путь, даже если он будет трудным. В его семье не было знаменитостей, камер или сцен. Дом был простым, жизнь скромной. Родители хотели, чтобы сын вырос спокойным, получил образование и жил так, как живут миллионы других людей. Но мальчик с живыми глазами уже тогда чувствовал, что не может жить по чужим ожиданиям. В школе он был замкнутым, но наблюдательным. Он редко говорил о себе, зато часто смотрел на людей, на их поведение, на то, как эмоции меняются на лицах. Позже он скажет в одном из интервью, что именно это наблюдение стало основой его актерского дара. Когда ему было 17, он почувствовал, что родной город стал для него тесным. Он мечтал о Сеуле, о месте, где жизнь кипит, где можно рискнуть, где кто-то, может быть, заметит в нем талант. Не сказав никому, он собрал вещи и уехал. Без гарантий, без связей, без уверенности в завтрашнем дне. Первые месяцы в столице были тяжелыми. Он снимал крошечную комнату, иногда экономил даже на еде. Ходил на прослушивания, где его взглядом измеряли с ног до головы и холодно говорили: «Мы вам перезвоним». Но телефон молчал. Временами он думал вернуться домой, но гордость не позволяла. Он выбрал этот путь сам и должен был пройти его до конца. Иногда он просто сидел у окна своего крошечного жилья и смотрел на городские огни. Там, где-то за ними, начиналась жизнь, к которой он стремился. И он верил, однажды эти огни зажгутся и для него. Первые шаги и внутренние сомнения. Когда Ю А-ину исполнилось 18, он впервые оказался перед камерой. Никакого блеска, никакой уверенности, лишь холодное утро, дешевый грим и десятки таких же молодых ребят, мечтающих о славе. Он стоял в углу, глядя, как режиссер кричит на кого-то из статистов, и вдруг понял, что именно здесь, среди хаоса, он чувствует себя живым. Первую роль он получил случайно. Не потому, что был известен, просто нужный человек в нужный момент не пришел, и ассистент бросил коротко: «Ты встань сюда. Скажешь одну фразу». Он сказал. И эта одна фраза изменила все. После съемки режиссер подошел к нему и тихо сказал: «У тебя есть глаза, которые говорят больше, чем слово. Не потеряй это». С тех пор начались годы ожидания. Роли мелкие, незаметные. Иногда он играл ученика, иногда прохожего, иногда просто тень в кадре. Но каждую сцену он проживал по-настоящему. Он не хотел просто играть, он хотел чувствовать, чтобы зритель тоже чувствовал. Однако индустрия не спешила открывать перед ним двери. Продюсеры искали лиц, похожих друг на друга, актеров с улыбками, которые можно продать. А Ю А-ин был другим.
В нем было слишком много правды, слишком мало покорности. Он не умел льстить, не умел притворяться. За это его не любили. День за днем он возвращался в свою маленькую комнату, где единственным другом было зеркало. Он говорил собой, репетировал, менял интонации, пытался понять, что в нем не так. Иногда падал духом. Иногда плакал. Но наутро снова шел на кастинг, потому что иначе не умел. Через несколько лет судьба, наконец, улыбнулась. Он получил роль, которая впервые заставила зрителя запомнить его имя. Это был не шедевр, не хит, но там, на экране, впервые за долгое время зажглись его глаза. И тогда он понял, может быть, он все-таки не зря выбрал этот путь. После долгих лет борьбы пришел момент, когда судьба наконец повернулась к нему лицом. Ю Аин получил роль, которая изменила все. Он появился в сериале, где впервые смог показать настоящего себя, не красивую оболочку, а живого человека с болью, страхом и мечтой. Зрители увидели его искренность и влюбились в нее. С этого момента начался стремительный взлет. Один проект за другим – сериалы, полнометражные фильмы, фестивали, интервью, награды. Ю Аин стал лицом новой эпохи корейского кино. Он больше не был тем парнем, который ждет звонка после кастинга. Теперь ему звонили режиссеры сами. Его игра была другой. Он не просто произносил реплики, он проживал каждую эмоцию, как будто вырывал ее из себя. Когда он плакал в кадре, зритель плакал вместе с ним. Когда он молчал, тишина будто звенела. Критики называли его актером с глазами, полными бурь. Но слава не принесла покоя. Чем выше он поднимался, тем сильнее становилось давление. Каждое интервью, каждое движение, каждый взгляд обсуждали миллионы. Он стал символом силы, но внутри чувствовал себя все более уставшим. Иногда он закрывался от всех, просто исчезал на несколько дней. Говорили, что он уезжал за город, бродил один по улицам, смотрел на небо и пытался вспомнить, зачем все это началось. Снаружи – успех, деньги, слава. А внутри – нарастающая пустота. Именно тогда, в самые блестящие годы своей карьеры, Ю Аин начал чувствовать, за яркими прожекторами есть тень, которая медленно приближается. И однажды она накроет его целиком. С каждым годом слава Ю Аина росла, но вместе с ней росло и то, чего публика не видела. Он стал заложником собственного успеха. Каждый новый проект должен был быть лучше предыдущего, каждая роль глубже, каждое появление на публике безупречным. Снаружи он выглядел уверенным и непоколебимым. На премиях – улыбка, на интервью – спокойствие, в кадре – совершенство. Но когда софиты гасли, оставался человек, который больше не узнавал себя в зеркале. Он чувствовал, будто играет не только на экране, но и в жизни. Критики требовали от него новых высот, поклонники – идеальности, а он сам хотел лишь тишины. Ночами он не спал, просыпаясь в холодном поту, чувствуя, что теряет контроль. Иногда сидел на полу у окна, глядя на городские огни, и шептал: «Почему мне все это больше не приносит радости?» Появились слухи. Кто-то говорил, что он стал слишком замкнут, кто-то, что впал в депрессию. Он почти не выходил в свет, все чаще отказывался от интервью и проектов. Внутри начинала зреть буря. Он чувствовал себя загнанным в угол. Сцена, которую когда-то любил, теперь вызывала тревогу. Камеры, к которым он стремился, стали источником страха.
Он пытался бороться с этим, читал книги, медитировал, разговаривал с близкими. Но тревога не уходила. Она лишь ждала момента, чтобы окончательно взять власть над его жизнью. И однажды он сделал шаг, который навсегда изменил все. Тень, от которой он столько лет убегал, наконец настигла его. И с этого момента началась череда событий, которые разрушили все, что он строил. Зима 2023 года началась спокойно. Фанаты ждали нового проекта, журналы готовили обложки, а журналисты писали о его возвращении в кино. Но никто не знал, что за этой тишиной уже зрело нечто, что перевернет всю его жизнь. 1 марта 2023 года страна проснулась в шоке. На всех новостных лентах одно имя – Ю Аин. Актер, кумир миллионов, человек, который символизировал интеллект и глубину, оказался в центре громкого расследования. Полиция объявила, что в его анализах нашли следы запрещенных веществ. Сначала публика не поверила. Фанаты писали, что это ошибка, журналисты ждали официального заявления. Но вскоре результаты анализов подтвердились. В его волосах были обнаружены примеси кокаина и кетамина. Корейская индустрия, привыкшая к чистым образам и строгой морали, не смогла этого принять. Рекламные контракты расторгли в тот же день. Телевидение удалило его сцены из готовых проектов. Имя Ю Аин превратилось из символа таланта в повод для обсуждений и осуждения. Он молчал. Не оправдывался, не отрицал, не давал интервью. Те, кто был рядом, говорили, что он жил в полном одиночестве, не открывал шторы и почти не выходил из дома. Для человека, который всегда выражал чувства через экран, наступила самая тяжелая тишина – тишина собственной вины. Его друзья пытались достучаться, но он не отвечал на звонки. Некоторые из них позже признались, что боялись за его жизнь. Психологическое давление, медийная буря и общественное презрение могли сломать любого. А он был человеком, который всегда слишком глубоко чувствовал. Но, как ни странно, Ю Аин все еще не сдался. Он явился на допрос спокойно, без агрессии, с опущенным взглядом. Сказал только одну фразу, которая осталась в памяти многих. «Я приму все, что заслужил». Осень 2024 года. Небо над Сеулом было серым, и казалось, что сам город замер, наблюдая за тем, как падает человек, которого недавно называли гордостью нации. В тот день, 3 сентября, вся страна снова ждала новостей. Суд над Ю Аином подходил к концу. В зале царила напряженная тишина. Он стоял перед судьей, без улыбки, без привычного блеска в глазах, с чуть опущенными плечами. На нем был простой черный костюм, и в этот момент он выглядел не как звезда, а как человек, которого жизнь обнажила до самой сути. Прокурор читал обвинение монотонным голосом. Систематическое употребление запрещенных наркотиков, нарушение закона о контроле над психотропными веществами. Звучало холодно, сухо, официально. Но за этими словами скрывались годы усталости, бессонных ночей и борьбы с самим собой. Когда судья произнес приговор, зал будто замер. 1 год тюремного заключения и штраф в размере 2 миллионов вон. Секунду стояла тишина. Потом вспыхнули вспышки камер. Журналисты пытались поймать его взгляд, но он так и не поднял головы. Его немедленно взяли под стражу. Он не сопротивлялся и не пытался сказать ни слова. Прошел мимо журналистов так тихо, будто шагал сквозь воздух. Каждый его шаг отдавался эхом, не в зале суда, а где-то гораздо глубже.
Для публики он стал примером падения. Для тех, кто его знал, человеком, который не выдержал тяжести ожиданий. И, возможно, впервые за много лет он ощутил то, чего не чувствовал на вершине славы – реальность. Без аплодисментов, без оправданий, без масок. Тюрьма не стала для него концом, скорее, началом чего-то другого. Он перестал быть ролью, перестал быть образом. Остался только человек, которому впервые пришлось встретиться с самим собой. Где-то между стенами, в долгих ночах и тяжелых утрах, он начал записывать мысли не о кино, а о жизни. О том, как легко все потерять. И как трудно потом вновь научиться дышать. После суда его имя почти перестали произносить вслух. Новости быстро нашли новые темы, зрители – новые лица. Казалось, мир просто закрыл за ним дверь и пошел дальше, не обернувшись. Но где-то за этими дверями Ю Аин все еще жил. Он больше не был частью индустрии, не давал интервью, не появлялся на публике. Никто не знал, о чем он думает, о чем мечтает, вспоминает ли свои прежние роли. Молчание стало его новой реальностью. Говорят, он стал другим. Сдержанным, спокойным, почти прозрачным. Иногда его видели в зале библиотеки, где он тихо читал, сидя у окна. Иногда на улицах Сеула, в капюшоне, без охраны, просто идущим среди людей, как будто он больше не актер, а прохожий, потерявшийся во времени. Многие до сих пор спорят, что с ним будет дальше. Кто-то говорит, что он не вернется. Кто-то, что пройдет время, и он снова появится на экране, но уже другим. Не ради славы, не ради денег, ради правды. А может, он вообще не хочет возвращаться. Может, впервые за всю жизнь он просто живет, без роли, без ожиданий, без аплодисментов. Иногда именно после падения человек начинает видеть землю, по которой ходит. И только тогда понимает, какой ценой достается свет. Его история не о позоре и не о наказании. Это история о человеке, который слишком чувствовал, слишком горел и однажды обжегся. Он потерял все, что имел, но, возможно, именно в этом и нашел себя. Сегодня, когда кто-то произносит его имя, в нем больше не слышится скандал. В нем слышится тишина. Тяжелая, честная и живая. Та самая, в которой рождается новое начало.